Всем привет! Итак, ребята, долгожданный молодежный смартфон от компании Xiaomi, а именно Xiaomi 12 Lite уже представили. Это произошло безо всякого медийного шума. Что интересно, он был представлен в Азербайджане, где уже сейчас доступен для предзаказа. Однозначно он понравился большинству пользователей, ведь он получил очень много интересных решений. А цена его заставит вас сделать предзаказ именно сейчас. Итак, основные фишки Xiaomi 12 Lite — это мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 778G, 108-мегапиксельная камера, поддержка быстрой зарядки, актуальная версия Android 12 с фирменной графической оболочкой MIUI 13, отличный AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма, аккумуляторная батарея на 4300 мАч, ну и конечно же цена. Всего $587. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон получил отличный дисплей на 6,55 дюйма, выполненный по технологии AMOLED с интегрированным сканером отпечатков, разрешением Full HD+, и частотой обновления 120 Гц. Для многих людей OLED-дисплей — это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основной — это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с OLED экраном. И имеется поддержка HDR10 и Dolby Vision. Протокол умеет работать с динамическими метатегами, позволяющими адаптировать изображение под характеристики конкретного дисплея прямо в процессе воспроизведения. Защитить дисплей должно стекло Gorilla Glass 5-го поколения. То есть действительно про дисплей можно сказать только положительные слова. Одну минуточку и мы продолжим. Я напоминаю, что сейчас всем полностью блогерам из стран Беларуси, России, Украины очень тяжело выпускать видео. Почему? Потому что YouTube на данный момент, к сожалению, не платит нам. Мы не получаем вообще денег из видео. И чтобы нам продолжать выпускать ролики, нужны какие-то деньги. Они минимальные, но все же они нужны. И если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, можете оформить подписку, чтобы получать какие-то ништяки и так далее. Также напоминаю, что сейчас у меня есть канал в Яндекс.Дзен. Пожалуйста, подписываемся туда, там выходят ролики регулярно, часто, так же как и на YouTube. Сердцем смартфона Xiaomi 12 Lite выступает мощным энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. А это, напоминаю, 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 670 Prime Cortex A78 на 2.4, 3 ядра Creo 670 Gold Cortex A78 на 2.2 и 4 ядра Creo 670 Silver Cortex A55 на 1.9 ГГц. Процессор работает в паре с 8 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4X. У данной памяти есть одно серьезное отличие от предыдущего поколения. Напряжение шины составляет 0,6 вместо 1,1. Благодаря этому подсистема памяти LPDDR4X потребляет на 10-20% меньше энергии, что повышает время автономной работы гаджета. Объем встроенного накопителя гаджета составляет 128 гигабайт UFS 2.2. Одной из главных особенностей UFS 2.2 стала поддержка функции White Booster, которая дословно переводится как ускоритель записи. По сравнению со спецификацией стандарта 2.1, в UFS 2.2 существенно повысили скорость записи в память. Это приводит к сокращению времени, необходимого для запуска приложений и загрузки кэша. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Блок питания на 67 Вт можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков
ноутбуков и различных аксессуаров. Единственный порт USB-A позволяет заряжать устройство при помощи 15, 27, 33 и 67 Вт. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачков напряжения и перегрева, то есть все продумано. В состав модуля камеры Xiaomi 12 Lite входят 3 сенсора. Главный на 108 мегапикселей, ультраширик на 8 мегапикселей и вспомогательный 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. Фронталка, врезанная вверху по центру дисплея, имеет разрешение 32 мегапикселя. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной графической оболочкой MIUI 13 из коробки. Основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, качественный виброотклик, технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, функция MIUI для планшетов, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность и функции Mi Magic Center и MIUI Family. Ну и, конечно же, многое другое. В числе других особенностей смартфона отмечаются 2 стереодинамика с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Здесь в главной роли должны быть задействованы, конечно же, наушники. Технологии удается адаптировать их звук, который перемещается вокруг пользователя во всех направлениях. Также есть эффекты появления звука из-за экрана, сверху, снизу, ну и, конечно, так далее. Мы получили очень тонкий корпус, всего 7,29 мм, без учета выступа камеры. Вес устройства составляет 173 грамма. Xiaomi 12 Lite в зеленом, сиреневом и черном корпусах поступит в продажу 9 июля по цене $587. В переводе с азербайджанской валюты. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Xiaomi выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. И мы получаем практически флагманские характеристики за какие-то плюс-минус $580. Дорого ли это? На мой взгляд, чуть-чуть дороговато. Но не забывайте, что это старт продаж, что это, почти флагман. Конечно же, этот смартфон до флагмана не дотягивает. Тут урезали практически все, но это очень и очень хорошее решение на 2022 год. Теперь самое главное, что мы тут получили очень хороший энергоэффективный процессор, отличный экран, множество фишек, камеру на 108 мегапикселей, аккумуляторную батарею с быстрой, хорошей зарядкой. То есть действительно все, можно сказать, есть в данном смартфоне. А покупать ли смартфон, решайте только сами. От себя замечу, что, конечно же, Snapdragon 778G это, очень и очень хорошее решение на данный момент. Потому что все-таки Snapdragon 8 Gen 1 или 888 Дракон или Snapdragon 8 Plus Gen 1 в данном смартфоне, не нужен, мне кажется, потому что это не игровой смартфон, это смартфон сбалансированный, где мы получаем практически все за небольшие деньги. Вот такой смартфон получился. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.